Компот. В походе компот — истинное наслаждение. К вечеру он остывает. Вкус с дымком костра. Это красота. Вот сухофрукты. Вот сахар. Этого хватит, чтобы еще 3 или 4 даже раза сделать такой вот объем компота. Вот котелок. Всего тут 6 литров, но компота где-то было сварено, наверное, литра 3. Вот так-то. Чай — это чай. Крупнолистовой чай. Вот он, лист. Зеленый чай со Шри-Ланки. Крупнолистовой. Жар. На таком костре готовить трудно, потому что к нему трудно подойти близко.
нужно делать специальный подвес, таганок. Поэтому готовить я люблю на газу. Но когда есть возможность, конечно, и на костре тоже. Главное назначение костра — это тепло. В меньшей степени свет. Потому что свет дает фонарь. И в некоторых случаях это способ приготовления пищи. На этой стоянке, она находится около мыса Толстик, который вот там вот. Я еще газом не пользовался. А первый пользовался. Но это как захочется. Смотря что готовить. Если кипятить чайник, быстро заварить чай, то лучше газ. Потому что костер, пока его разведешь, пока он вот до такого состояния разгорится, пройдет немало времени. Дрова могут быть сырые, как в данном случае. Эти дрова вытащены из воды, поэтому разжечь их задача тоже, прямо скажем, не самая простая. Хорошо, здесь есть хворост, с помощью которого все это достаточно легко разжигается. Вот. Образуются угли из такой древесины. Сейчас уже 1 час ночи. Скоро я пойду спать. Сегодня много дел было сделано. Я сходил на озеро внутреннее, половил немножко там. Ничего не поймал. Плавал тут в заливе, тоже ловил. Опять же ничего не поймал. Ну ладно. Зато вчера поймал щуку. А позавчера окуня. И того и другого съел. Варил. Окунь, поскольку был маленький, его варил с картошкой. А щуку приготовил с луком. Потушил. При этом получилось бульон, приблизительно 3 тарелки бульона. И большое количество мяса вареного, рыбного. Вот это я все вчера съел. При этом еще и приготовил в костре картошку, запек. Но на нее уже сил не хватило. Поэтому картошку я сегодня утром съел. Съел ее с плавленным сыром «Дружба». Какой-то он жидкий, странный сыр. Но ничего. В обед я ел яйца. 3 яйца. Тоже опять же с этим сыром и с перцем. Перец у меня есть и черный, и красный. Черный горошком.
Там смесь перцев. Там перец черный, просто собственно черный перец. И перец пипал или пипали. Яванский так называемый перец. Очень интересная пряность. Ну, так вот, а красный перец находится вот в этом сосуде пластиковом. Он представляет из себя смесь каенского перца, острого очень, и копченой паприки. В сумме это создает и остроту, и очень утонченный вкус. Приблизительно 1 к 1. Естественно, можно пропорции варьировать по желанию. А черный перец, я его кладу, когда приготовляю вареные блюда, в варке. А такой перец это скорее для каш. Вот еще пока что рис я не готовил, а у меня есть и рис, и гречка есть, еще и картошка есть, лук, растительное масло есть, сыр, масло сливочное. Упаковка соленых крекеров, которые я еще не открывал. Несколько шоколадок есть. Есть также, взял на пробу сублимирован, не сублимирован, а как бы блюдо быстрого приготовления, так скажем, в пакетиках мягких, напоминающих, как пачка вот у кошачьего корма бывает такая. Вот там бобовые блюда, чечевица, горох быстрого приготовления. То есть, по сути, их надо только разогреть. Это тоже я еще не ел. Никаких дошираков, ничего такого я с собой не брал. Майонез тоже не покупал, хотя и хотел купить. Самое интересное, я забыл купить туалетную бумагу. В спешке. Такого как бы не было предусмотрено заранее. Но, с другой стороны, как посмотришь, сколько валяется туалетной бумаги, везде и всюду, здесь, кругом. Очень печально. Поэтому этот поход, он еще и будет без туалетной бумаги. Не только без тушенки, что как бы просто по определению невозможно. Никаких консервов, за одним исключением. У меня с собой нет банок. А есть консерва одна. Это консерва фасоль, которая пролежала здесь полгода в схроне на первой стоянке. Уезжая в прошлый раз, в октябре, я положил туда начатую пачку соли, плотно перетянутую веревкой, баллон с газом, практически полный, который я использовал вот на первой стоянке, и пачку белой фасоли, банку. Все это я оставил в октябре. Эту банку я забрал с собой, но пока не решил, стоит ли ее есть. В принципе, она герметичная, но продуктов у меня, опять же, на первый взгляд, избыток продуктов наблюдается. Но это я еще не говорю о том, что у меня есть
неполный батон черного хлеба. Но неизвестно, что будет дальше, какая будет погода, всякое возможно. Конечно, можно было брать и меньше продуктов. Посмотрим. Этот поход будет показателем в смысле расходования продуктов. Вот сейчас, в первой фазе похода, я расходую продукты, ну, скажем так, которые тяжелые и всякие хранения, которых могут они испортиться в ходе хранения. Что тут вот есть? Допустим, вот плавленый сыр. Я его открыл, все, надо его доедать. То есть завтра эту оставшуюся пачку сыра плавленого мне надо с чем-то доесть. Все, его нет. Картошка, лук. Ну, эти хранятся относительно долго, не портятся, но имеют большой вес. Поэтому чем раньше я от них избавлюсь, съем их, тем лучше. Дальше идет рис и гречка. Риса много. Можно было вообще ничего не брать, взять только этот рис, и я бы выдержал весь поход. Тем более с рыбой. Но, как вот показывает практика, вылов рыбы, он сегодня есть, завтра нет. На рыбу рассчитывать не приходится. А у нас тут как бы нет задачи такой у меня, вот, в частности, какое-то жесткое выживание производить. Нет. Цель этого похода — это получение удовольствия, отдых, наблюдение за природой, а не какое-то истязание там себя. Конечно, можно есть рис 12 дней. Можно. Но как бы все мысли будут о еде, о том, чтобы что-то другое съесть. Что-то как-то разнообразить питание. Поэтому все-таки должно быть достаточно разнообразное питание. И вначале как бы плавно организм должен входить в более жесткий режим диеты, спартанский, так сказать. То есть вначале вот потребляется, ну, не говоря уже про тот же самый хлеб. Тоже он и засыхает, и может плесень там возникнет. Конечно, его есть надо в первую очередь. Печенье эти как это там, крекеры соленые. Я пока даже не вскрывал, они хранятся в упаковке своей. И пока я не собираюсь. Потому что это скорее как на случай где-то, где не будет возможности приготовить пищу, там хоть как-то перекусить. С чаем там. С чаем, скорее всего. Потому что компот
тоже относится к тяжеловесным продуктам. Вот компот и сахар, главное, тоже это первое время похода он выпивается. Хотя вот можно оставить одну порцию, скажем, этого компота и про запас. Потому что уже в конце похода будет очень на редкость приятно выпить компотика. Когда чай, все время чай один. А чай я пью без сахара, крепкий чай, зеленый чай. Туда сахар, в принципе, неприемлем для такого чая. Шоколадки те же самые, да, можно есть время от времени. Ну, компот, как бы, он имеет собственную ценность, собственную пользу, связанную с сухофруктами. Именно калий, там всякие другие полезные компоненты содержатся в компоте. Опа. Жар очень такой хороший жар. Хотя костер, в общем, не сказать, что сильно большой, там какой-то. Очень жаркий. Почему? Причина в том, что большое количество углей, что он сжигается из толстых таких бревен достаточно. Пламени почти нет. Жар идет от углей. Это, по сути, камин. Да. И чем хорош компот, его может сварить сразу большое количество. 3 литра, там, 4 литра. Сколько угодно. Чай в больших количествах заваривать смысла нет. Даже остыл. Терпкий такой. В меру сладкий. Пропорцию я приблизительно, значит, попал в пропорцию. Потом он еще не стоялся. А чай я завариваю вот такой вот емкости, котелке в таком. Это маленький на литр, наверное, котелок титановый. Вообще хочу сказать, что титановая посуда очень практична. Вот вся посуда у меня, за исключением большого вот этого ведра на 6 литров, чайника с радиатором для газа, миски и сковородки, все остальное титановое. А именно это кружка, вот этот заварочный для чая котелок и 2-литровый котелок
который я использую как основной котелок, кастрюлю такую. Готовить в ней кашу и рыбу. В общем, все вот основные, так сказать, горячие блюда. Они очень легкие, достаточно прочные. Не обжигаешься, потому что теплопроводность низкая у титана относительно. Они однослойные, одностенные, не термокружки просто. То есть любой из них можно нагревать. Они не боятся нагрева и перегрева. В общем, при этом весят, ну, очень мало. Тонкий титан 0,3, наверное, может быть, еще меньше миллиметра. Ну, крышечки я привязываю таких вот сосудов. А у кастрюли, конечно, не привязываю, потому что она частенько бывает на костре. Там нельзя. В общем, это с Алиэкспресса титан. Недорогой. Но очень практично, удобно. Оно того стоит, короче. Так что вот, костер догорает, угли, жар идет оттуда. Приехав сюда, я только один раз разводил костер, когда первый момент приехал. А дальше все раздувал угли. Он тлел, тлел себе. Тут кострище, песчаная почва. Поэтому пожарная безопасность тут обеспечивается вполне. Очень жалко. Конечно, естественно, костер надо время от времени. Вот там что-то какой-то металлический предмет. Надо время от времени костер. Это баллон газовый, бывший чей-то. Каминчик. Очень мало пламени, очень много тепла, причем достаточно направленного тепла. Вот видны угли, как лава. Пламени почти нет. Вот так, в таком режиме он может несколько часов работать. Тлеет как бы. Ну, надо, конечно, его перекладывать, подправлять там что-то. Может, время от времени подложить туда небольшой кусочек горючего материала. Но в целом, как бы, образовавшиеся угли, они сохраняют жар очень долго. Ну и потом, помимо
практической пользы, тепла. Это большое удовольствие сидеть вот так вот и смотреть на костер горящий, на закипание, то есть на угли. В такой обстановке, когда поют лягушки, птицы поют в лесу, плещется рыба там вот в воде. И костер жаркий, теплый и интересный для наблюдения. Можно смотреть на костер, и мысли постепенно затихают. Такой вот этот образ огня. Комаров нет, счастья. Так на улице достаточно прохладно сейчас. Ну, 12, может быть, градусов. Может быть, 10. 10, наверное, ближе. А возле костра жарко. Надо сидеть на правильном расстоянии, поэтому хорошо, если бревно подвижное или какая-то опора подвижная. Костер то слабее, то сильнее. Если это скамейка какая-то неподвижная, то это не так хорошо. Ну вот бревно. И вот так можно сидеть долго у костерка. Тем более, если есть компот, чай. Подумать о своем. Отдохнуть после дня такого насыщенного. Быстро тут время идет. Одно, другое. Часто много ходить надо. То отнести, то принести. Под вечер уже хочется посидеть, отдохнуть немного. Выпить где-то вдалеке. Звук свой издает. Может, и не выпь. Точно в этом я не уверен. Какой-то басовый, глубокий звук. С камышей откуда-то он идет. Это повсеместно такое.
Да. Ну, как нехорошо сидеть на улице. Можно, в принципе, сидеть. В том-то и плюс. Тут не надо никуда спешить. Встать можно в любое время и лечь спать тоже. Звезды. Сейчас небольшая облачность есть, но звезды все равно видны. Но не так четко. Поэтому и тепло, в общем-то. Это почти всегда так. Когда есть какая-то облачность, то теплее. Излучение тепловое отражается от облаков. А иначе, когда ясное небо, оно уходит в космос, все. Назад ничего нам не возвращается. Поэтому холодно становится. А сейчас что-то среднее. Да. Эх. Очень интересно за небом наблюдать. Звезды там. Иногда не часто, правда, но удается заметить какой-нибудь метеор, падающую звезду. Загадать желание. Да. Май. Середина мая. Некоторые очень яркие звезды. В городе, конечно, такого неба не увидишь. Это тоже одна из прелестей похода такого. Костер, небо, озеро. Дым костра показывает, куда дует ветер. Меняется ветер. Сегодня в какой-то период ветер дул в сторону озера, потом наоборот в лес. Сейчас вот начал кружить. До этого был штиль практически, слабый ветер. А днем, как назло, ветер достаточно был интенсивный.
сильный ветер. Конечно, не порывистый, но просто дует и дует. Но это все равно тоже мешает плаванию на надувной лодке и ловле рыбы с этой лодки. Хотя вчера вот как раз с лодки была щука поймана. Поймал ее, прям сразу быстро почистил, промыл и с луком отварил. И голову, и все вместе. Жабры только удалил. Потроха, естественно. Молоки были. Икры не было в них. Все очистил, сварил, поел. Очень вкусная, ароматная. Рыба с перцем. Посолил. Все, ничего больше не надо. Соль, черный перец. Лук можно добавлять, можно не добавлять. Получается прекрасный бульон и вареная рыба. Гарантированная. Обеззараженная от всякого рода паразитов. Когда жаришь рыбу, можно ее недостаточно прожарить, или придется ее пережаривать. Хотя щука, несомненно, она в жареном виде тоже очень вкусная и может даже еще лучше, чем вареная. Но опять же жарить надо порциями, дольше. На сковородке, на этой, на газу подгорает, а на костре на таком вот жарить неудобно. Отдельно угли надо. В общем, это морочно. Трудоемкая процедура. Нет, можно, конечно, жарить щуку на рожнах, около костра. Еще как-то в фольге. Фольга есть у меня, кстати. Вариантов много, как щуку приготовить. Можно ее предварительно с лучком, с солью замариновать как бы. В общем, ну, окунь это только варить. Можно жарить, но если щука жареная может быть лучшая как бы форма приготовления, то окунь нет. Окунь, он именно отвар дает очень благородный. Само мясо его, ну, так, ничего в нем нету исключительно жареный окунь. Так что окунь это вот хорошо, тем более если их мало. Один был у меня окунь, но приличного размера. Вот я его сразу очищаю от кожи, снимаю с него, не чищу чешую, потому что у окуня у него очень прочно прикрепляется чешуя. Поэтому делаю 2 надреза вдоль хребта, 2 надреза позади жабр.
И со стороны головы снимаю кожу с него. Потом разрезаю сверху за головой, беру за голову, за тушку за эту, и одним движением вынимаю голову и все потроха. Потроха и жабры отрезаю и или в костер, или в качестве наживки для донок всякого рода. Но этого я пока еще ничего не ставил и не знаю, буду ли ставить. Я ловлю на спиннинг только. Спиннингов несколько есть. Удочка есть, тоже еще не ловил. Все это впереди. Ну так вот. И окунь. Сначала варится картошка, лук. Лук можно обжарить на масле. И дотаивать чуть позже добавлять надо, когда уже картошка практически сварилась. И за 5-10 минут до готовности, собственно, окунь поварится, потом перец туда, ну, посолить, естественно, потом дать немножко настояться, и получается вкуснейший просто рыбный такой суп с картошкой, да. Можно, конечно, окуня и без картошки готовить, суть от этого не поменяется. Но там просто мало мякоти, так сказать. Если щука, она все-таки, ну вот это была щука, наверное, ну, около килограмма плюс-минус, может быть, чуть более килограмма. Нету у меня весов, я не знаю сколько. Ну, подобные щуки такого размера, как правило, весили килограмм, плюс-минус там 200 грамм. Даже скорее плюс, потому что она достаточно была крупная щука. Но это не важно. Короче говоря, щука — это, можно сказать, целая кастрюля вареной рыбы. А окунь — это просто бульон. Тогда надо картошку. Никто не запрещает и щуку с картошкой сварить. Но в этом нет смысла. И так достаточно. Можно одного рыбного мяса поесть без картошки. С окунем так не получится. Только если в том случае, если много окуней есть. Ну, тут чаще все-таки щука попадается. Окунь редко. Хотя по вкусу окунь, конечно, да уж, по вкусу окунь поинтереснее будет. Вот такое. Да, какой-то огонь на небе медленно движется. Попробую заснять.
Вот что это такое может быть? Вот он за елку уходит. Вот странный объект. Вон, даже на телефоне его видно. Вон за елку медленно плывет. Вот что это такое? Вон он, вон он, вон он. Вот как? Как это понимать? Медленно, то останавливается. Все, ушел за елку, но медленно двигается. Вот как? Очень это все странно. Да. Вот я вижу его за елками. Вот он. Ярче звезд. Вот что это за такое? НЛО? Вон он. Вот такое вот интересное получилось рассуждение про окуня, перетекшее в наблюдение НЛО. Вот как вот. Такое вот тоже бывает. Никаких теорий я не могу про это высказать на эту тему. Так что такие дела.